Привет! В дополнение к моему прошлому ролику я решил сделать более локальное, но не менее интересное, по крайней мере определенному кругу людей. Сейчас я расскажу про самые дождливые населенные пункты России. Если вам нравится подобный формат, напишите об этом в комментариях. Если не нравится, можете написать почему. Приятного просмотра! Встречает нас самый западный областной центр России – Калининград. Город янтаря, сырости и среднегодовым количеством осадков 820 мм. Населением около полумиллиона. Самые дождливые месяцы – июль, август и октябрь. Выпадает до 100 мм в месяц. Вообще в течение года примерно половина каждого месяца выпадают осадки разной интенсивности. В осенне-зимний период солнечная погода – нечастый гость. Да и вообще, ясных дней в году около 30-40. Среднегодовая влажность примерно 80%. Температура плюс 8. Находка. Со значением 840 мм. Здесь очень мягкий климат на фоне всего Приморского края. Самые влажные месяцы – июль и август, когда на город выпадает до 150 мм осадков. С января по март дожди становятся скромнее, всего по 40 мм. В отличие от Владивостока, с примерно таким же значением, в Находке редко идут дожди более 2 недель за месяц. Кстати, август – месяц сюрпризов. Иногда на город обрушивается тропический циклон, и за пару дней выпадает месячная норма осадков. Среднегодовая влажность около 70%, температура плюс 7. Население 135 тысяч. Новороссийск. 840 мм среднегодовых. Сухих месяцев по сути нет, можно упомянуть разве что август, а так в течение всего года выпадает достаточное количество осадков, но больше всего в декабре, январе и марте. Среднегодовая температура плюс 15, влажность 67%, население примерно 260 тысяч. Здесь же хочу упомянуть Крымск, который расположен всего 30 километров северо-восточнее от Новороссийска, но осадков куда больше, до 980 мм. И наиболее дождливые – октябрь, ноябрь и январь. Возможно, кто-то ожидал здесь увидеть Мурманск, но нет. Апатиты – самый влажный город Кольского полуострова, со значением 850 мм. С сентября по декабрь выпадает по 100 мм в каждом месяце. С мая по июль – самое сухое время, но и тогда около 50 мм дождя да выпадет. Снег в городе может лежать до 8 месяцев. Среднегодовая влажность 80%, температура плюс 1, население примерно 50 тысяч. А вот и Владивосток, сосед Находки, административный центр Приморского края со значением 850 мм. Самые дождливые – июль и август, до 3 недель каждого месяца идут дожди, и влажность держится около 90%. А вот зима напротив, самая сухая, до 20 мм в месяц. Всего за год дождь идет непрерывно около 4 месяцев. Влажность держится на уровне 70%, среднегодовая температура плюс 5, население примерно 600 тысяч. И еще один административный центр, только уже Сахалинской области, Южно-Сахалинск, осадков 900 мм. Наибольшее количество в августе и сентябре, примерно по сотне, наименьшее с января по апрель, до 50 за месяц. С июля по октябрь дождь идет примерно 3 недели каждого месяца. Летом нередки туманы, а вот в январе и феврале бывают сильные метели. 3 года подряд, с 2005 по 2007, была аномальная погода. Каждый август шли тропические ливни при жаре около плюс 30, более 2 недель, что очень нетипично для региона. А вот июль 2013 года, напротив, был очень засушливый и жаркий, сильно пострадало сельское хозяйство. Среднегодовая влажность около 80%, температура плюс 3, население 180 тысяч. Отправляемся на Кавказ, во Владикавказ, со значением 910 мм. Основная масса выпадает в период с мая по август. Особенно много обычно в июне или июле, в эти месяцы может выпасть до 180 мм, что равняется примерно 2 неделям дождя каждого месяца. Среднегодовая температура плюс 10, влажность 78%, население примерно 300 тысяч. Невельск. Город-порт на юго-западе острова Сахалин. Несмотря на относительную близость Южно-Сахалинска,
осадков здесь побольше, около 1000 мм, из которых аж 400 выпадает с июля по октябрь включительно. Но и сухого периода нет, каждый месяц около 50 мм. Среднегодовая температура плюс 5, влажность 75%, а население всего около 10 тысяч. А вот и административный центр Камчатского края со значением в 1180 мм. Наиболее сухой период с мая по июль, по 60 мм в каждом месяце. Остальное время года обычно всегда переваливает за 100. Около 4 месяцев в году снежные. И снега довольно много. В целом год практически пополам разбит на выпадение снега и дождя. В 1971 году выпало аж 2000 мм осадков. Среднегодовая температура плюс 3, влажность 75%. Население 160 тысяч. Курильск – очень маленький город на острове Итуруп, Сахалинская область. А вот осадков здесь для России немало – 1200 мм. И можно даже выделить сезонность. Больше всего выпадает с августа по ноябрь, в среднем 130 мм в каждом месяце. Более сухое время – с января по апрель, обычно до 100 мм. Но хочу заметить, что стабильности никакой. В любой год январь, например, может стать очень обильным на осадки. Влажность около 75%, температура такая же, как в Невельске, плюс 5, население около 3000. Южно-Курильск – крупнейший населенный пункт на острове Кунашир, с населением 7000, осадков 1300 мм среднегодовых. Наименьшее количество выпадает в феврале, около 40 мм. Максимальное значение в сентябре – 180. С мая по ноябрь дождь идет примерно по 20 дней каждый месяц. Здесь небо часто затянуто густой облачностью. Среднегодовая температура плюс 5, влажность 82%. В Туапсе аж 1350 мм, что значительно больше, чем в Новороссийске, хотя и расстояние между ними всего сотни километров. Здесь ярко выраженный мокрый сезон с ноября по январь, около 150 мм в каждом месяце. Минимальные значения – 3 летних месяца, но все равно значения под 100. Температура плюс 15, население 60 тысяч. Большинство, я думаю, было известно про этот крупный город на юге, где за год выпадает 1650 мм осадков. Наименьшее количество в мае и июне – около 100 мм. А с октября по январь до 180 в каждом месяце. В этот период дождь идет примерно по 3 недели за месяц. Около 5 месяцев в году небо затянуто тучами. Среднегодовая влажность 75%, температура плюс 15. Население приблизительно 450 тысяч. А вот наш предтоповый результат. Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир. Здесь круглогодично высокий уровень влажности около 80%, ведь осадка выпадает около 1900 мм в год. Максимальное количество приходится на октябрь и ноябрь по 250 мм. В октябре дождь идет около 25 дней. Наименьшее значение с апреля по июнь в районе 110 мм. Лето прохладное, частые туманы, иногда случаются пеплопады. Снежное место. Так с декабря по март снег может идти по 30 дней подряд. Среднегодовая температура плюс 3. И что интересно, годовые колебания температур незначительные, всего 15-17 градусов. Например, летом в среднем плюс 11, а зимой минус 4. Население всего 2500. Рекорд принадлежит Красной Поляне. Это самый влажный населенный пункт России с рекордным значением в 2000 мм осадков. Но не сильно больше, чем в Северо-Курильске. С октября по январь включительно около 200-250 мм за месяц. Минимальные значения июль-август по 100 мм. Среднегодовая температура плюс 11. Население около 8000. В целом можно сделать вывод, особенно после просмотра моего прошлого ролика по самым влажным местам, что в России дождливых мест нет. Конечно, некоторым кажется, что вот дождь, надоел уже каждый день, но если не с чем сравнить, тогда и не узнаешь, что такое по-настоящему дождливое место. Спасибо, что досмотрели. Будет приятно увидеть вашу реакцию или замечания в комментариях. Хорошего настроения!